Овдовевший отец замечает пожилую пару, оставленную на автобусной остановке. То, что он делает. Ноябрь, Подмосковье, трасса М7, вечер. Дождь со снегом, ветер, фонарь мигает. На остановке стоят двое. Дед лет 80, в старом пальто, с палочкой, и бабушка рядом, маленькая, в платке и с двумя тяжелыми сумками. Автобус должен был прийти в 18 часов 40 минут. Ушел в 18 часов 37 минут. Последний, следующий, завтра в 7 утра. Мимо проезжает черный Гелендваген. За рулем Андрей Викторович Соколов, 47 лет, владелец строительной компании. Год назад похоронил жену. Раков. 3 месяца от диагноза до конца. С тех пор ездит один, с дочкой Дашей 8 лет на заднем сиденье в детском кресле. Даша спит, укутанная в плед, в руках плюшевый заяц. Андрей Викторович уже проехал мимо остановки, но в зеркале заднего вида увидел, как дед пытается поднять сумку, а бабушка вытирает слезы рукавом. Он резко тормозит, включает аварийку, сдает назад. Выходит под дождь, подходит. «Добрый вечер. Куда вам?» Дед поднимает глаза, усталые, но добрые. «В Киржач, сынок. К дочке. На юбилей собрались, а тут последний автобус. Мы с утра из Владимира, пересадка, не успели». Андрей Викторович смотрит на сумки, на дрожащие руки бабушки, на Дашу, которая проснулась и смотрит в окно большими глазами. И говорит просто: «Садитесь, я отвезу». Дед пытается отказаться: «Да что вы, неудобно, поздно уже». Бабушка тихо плачет. Андрей берет сумки, открывает багажник, потом заднюю дверь. «Даша, подвинься, пожалуйста. К нам бабушка с дедушкой поедут». Даша кивает, убирает игрушки, улыбается: «Здравствуйте». Садятся. Дед впереди, бабушка сзади рядом с Дашей. Машина теплая, пахнет кожей и кофе. Андрей включает обогрев сидений, отдает бабушке свой плед. «Грейте ноги. Дорога час». По пути молчат сначала. Потом Даша тихо спрашивает бабушку: «А вы пироги печете?» «Пеку, деточка. А с капустой?» «И с капустой, и с яблоками». Даша вздыхает: «Папа не умеет, мы только покупаем». Андрей молчит, но в зеркале видно, как глаза краснеют. Через 20 минут бабушка достает из сумки сверток, пирожки с яйцом и луком, еще теплые. «Мы с утра напекли, поешьте, не побрезгуйте». Даша берет один, Андрей тоже. Ест и не может проглотить, ком в горле. Дед тихо рассказывает: 58 лет вместе, все пешком, все на автобусах. А тут подвели стариков. Андрей глотает и говорит: «Я год назад жену похоронил. Тоже на машине везде возил. А теперь вот, один». Бабушка кладет ему руку на плечо сзади. «Живите, сынок, за нее живите, и за дочку». В Киржаче останавливается у пятиэтажки. Выносит сумки, помогает выйти. Дочка стариков выходит встречать, удивляется машине, обнимает родителей. Андрей уже хочет уезжать, но дед берет его за руку. «Подожди». Он идет к сумке, достает маленький сверток в платочке. Подает. «Это Лене моей, жене моей. Она сама вязала. Носки шерстяные, теплые. Носи на здоровье». Андрей берет. Голос дрожит. «Спасибо». Бабушка целует Дашу в лоб, потом Андрея в щеку. «Спасибо, сынок, ты нам сегодня Бога напомнил». Они уходят. Андрей садится в машину, закрывает двери и сидит. Долго. Потом достает носки, прикладывает к лицу. Пахнут домом, теплым хлебом, живыми людьми. Даша сзади тихо говорит: «Пап, а мы к ним еще приедем». «Приедем, доченька». «Когда?» «На Новый год. С пирогами. И с елкой». Даша улыбается и засыпает снова. Андрей заводит машину, включает печку на максимум. И едет домой, медленно, с теплыми носками на пассажирском сиденье. И с сердцем, которое впервые за год снова почувствовало тепло, не от печки, а от людей, которые просто стояли под дождем, и которых он не проехал мимо.